Афрус выслушал, поклонился в землю и вышел из дворца. На следующий день он возложил на голову усыпанную изумрудами корону, надел тканые золотом одежды, опоясался мечом в драгоценной оправе и отправился к дому Мэйкуй, который примыкал к императорскому дворцу. Видит, место тихое и спокойное, у дверей стоит всего один привратник, голосов не слышно. Вошел он в комнату, где находилась та девушка. Как посмотрел на нее, так сразу потерял сознание и упал. Принесли розовой воды, брызнули ему в лицо, он очнулся и увидел, а она во 100 раз прекраснее, чем ее изображение в заколдованном замке. Опять потерял сознание, пришел в себя, поднялся и, задыхаясь, бледный, подошел к ней. Девушка не подавала виду и милостиво его приветствовала. Но когда она увидела, что он совсем не может ей отвечать, она вышла из комнаты и позвала служанку. «Сестрица, принеси этому царевичу апельсинового щербета, чтобы он пришел в себя». В тот день она больше не выходила к Афрузу и велела передать, чтобы Шахзаде приходил завтра и что на этот раз она не будет его больше тревожить. Несколько дней подряд Афруз приходил на час, на 2 в дом дочери императора и понемногу стал привыкать к ней, мог теперь уже держать себя в руках. Тогда Мэйкуй его спросила: «Чего вы от меня хотите?» Афруз стыдливо опустил голову и начал рассказывать о себе, как он захотел объехать всю землю, попросил у отца на это разрешение, а тот ему сказал: «Поезжай куда хочешь, но только не в город Нигаристан и не в заколдованный замок». Потом он рассказал, как он увидел в заколдованном замке портрет и как сердце его стеснилось от любви и с какими трудностями он добрался сюда. Все он о себе рассказал и прибавил: «Я хочу, чтобы вы согласились стать моей женой». Девушка ответила: «О, Шахзаде, знай и ведай, что я одна единственная, любимая, драгоценная дочь отца. Когда мне исполнилось 11-12 лет, со всех концов света стали приезжать ко мне свататься падишахи и Шахзаде. Отец хотел отдать меня в жены кому-нибудь богатому и всесильному падишаху, но моя мать сказала: 12-летней девочке рано выходить замуж, и не разрешила отцу меня выдавать. 5 лет назад она тяжело заболела. Когда поняла, что не будет жить, сказала мне: «Доченька, я покидаю тебя, и вот что я должна тебе сказать на прощание. Не обольщайся пышностью и богатством жизни, которую ты ведешь у отца. Если захочешь выходить замуж, выходи за человека разумного, хотя бы он был низкого происхождения. В дом неразумного человека не впускай, хотя бы он был падишахом над всеми падишахами. Хоть я и жена императора, но мне эта жизнь никогда не нравилась. Я всегда была точно соловей, заточенный в золотую клетку, украшенную драгоценными камнями. Пусть клетка будет хоть очень дорога. Что толку?» Договорила моя мать все это и скончалась. После ее смерти я день и ночь плакала. Отец меня спросил: «Почему ты плачешь?» Я ответила: «Потому что матери, моей заступницы, не стало. Я теперь боюсь, ведь ко мне все сватаются. Ты меня кому хочешь, тому и отдашь в жены. Продашь меня за богатство, власть, воды и земли, и я на всю жизнь погружусь в бесходную печаль». Тогда отец промолвил: «Разве ты совсем не хочешь выходить замуж?» Я сказала: «Хочу, но мне не хочется стать женой неразумного человека». Отца огорчили мои слова, но я так много плакала, что надо мной сжалился и сказал: «Будь покойна, я тебя ни за кого не стану выдавать насильно. Как тебе кто-нибудь понравится, за него и выйдешь замуж». Потом отец, чтобы разумные, но бедные люди не нашли ко мне, повелел построить у китайской стены 7 городов и 7 замков, и в каждом замке повесить мой портрет. Он надеялся, что среди тех, кто будет просить моей руки, найдется один разумный и вместе с тем богатый.
Каждый год приходит ко мне несколько человек. Я им задаю вопросы, и когда вижу, что они не могут на них ответить, я им отказываю. Теперь твой черед. Я задам тебе несколько вопросов. Если ты на них сможешь ответить, я стану твоей женой. И если же не ответишь, должен будешь расстаться с короной и головой. Афрус ей сказал: «Хорошо, я согласен. Спрашивай, что хочешь». Девушка задала ему вопросы, но Афрус ответил на них неправильно. Тогда она промолвила: «Ты проиграл. Уходи той же дорогой, которой пришел». Афрус в смятении и великом горе пошел к главному придворному императору, обо всем ему рассказал и прибавил: «Я хочу, чтобы император поговорил обо мне с дочерью, сказал ей, пусть она, несмотря ни на что, станет моей женой». Придворный ответил: «Я не думаю, чтобы император согласился сказать ей это». Так оно и вышло. На завтра Афрус пошел к императору и изложил ему свою просьбу, а тот ему отказал. Когда Афрус отчаялся и увидел, что никто уже ему не может ничем помочь, он не выдержал, тут же рухнул на землю и отдал Богу душу. А иные люди все совсем иначе рассказывают. Так говорят: когда царевич Афрус пришел в дом дочери китайского падишаха и сказал ей: «Я хочу взять тебя в жены», она ему ответила: «Многие приходили и просили моей руки. Я им всем говорила: совершите 3 подвига. Если совершите, хорошо, я стану вашей женой. А если нет, я велю вам отрубить голову и выставить ее на стене замка. Теперь я тебе скажу: пожалей лучше свою молодость и возвращайся домой. А если не хочешь, соверши 3 таких подвига. Во-первых, возьми эту хрустальную чашу, наполни ее водой в царском источнике, к которому ведут 40 ступеней, и принеси мне, не пролив ни единой капли. Во-вторых, из кувшина, простоявшего 7 лет, выпей 7 чаш вина, и при этом не опьяней. В-третьих, сыграй с нашими знатоками 7 партий в шахматы, и ни одной не проиграй». Старший сын падишаха и средний сын не смогли этого сделать и были убиты. Но младший сын, когда девушка все это ему сказала, попросил 40 дней отсрочки. Вышел из дворца и направился к некоему старцу. Старец его спросил: «Ой, юноша, что тебя тревожит?» Шехзаде обо всем ему рассказал. А старец владел волшебным перстнем царя Сулеймана. Дал он царевичу перстень и говорит: «С помощью перстня царя Сулеймана ты сможешь все это сделать». Юноша все 3 подвига совершил, взял девушку в жены и привез домой к отцу. А иные еще иначе рассказывают. Говорят, когда 3 сына падишаха вошли в тот замок и увидели изображение дочери китайского императора, всем сердцем, нет, сотни сердец ее полюбили. Отправились в Китай, чтобы ее увидеть, ехали по дорогам, переносили тяготы, пока не прибыли в китайскую столицу. Сразу пошли к тамошнему падишаху, представились и говорят: «Мы сыновья такого-то падишаха». Китайский падишах был к ним очень милостлив, но когда он догадался, что старший царевич собирается посвататься к его дочери, тяжко вздохнул и промолвил: «Моя дочь в заточении в таком-то замке, и никто не сможет увидеть, кроме человека храброго и отчаянного. На его челе должно быть начертано: мне суждено освободить ту девушку. Вы же лучше откажитесь от этого дела, ведь иначе вы все погибнете». Старший брат не послушал совета китайского падишаха и вместе с 2 младшими братьями поехал к названному замку, оставив их обоих у ворот, а сам вошел в замок, чтобы посмотреть, что там такое. Вошел он в замок и увидел огромное здание. В нем много разных комнат. Переходил он из комнаты в комнату, пока не дошел до одной, в которой увидел девушку. Девушка сидела там одиноко на троне, и на ногах у нее были колодки. Когда она увидела вошедшего Шехзаде, она сказала: «Юноша, зачем ты сюда пришел? Берегись, не приходи ко мне, уходи лучше. Если не уйдешь, сейчас сюда ворвутся девы, схватят тебя и убьют».
Юноша ее не послушал и подошел к девушке. Тогда она сказала: «Раз уж ты подошел ко мне, я задам тебе 3 вопроса. Если ответишь на них, меня освободишь и сам спасешься. А если не ответишь, попадешь тотчас в заточение в темное подземелье». Задала ему 3 вопроса, он на них не ответил. Ей пришлось хлопнуть в ладоши, чтобы пришли люди и увели его в темное подземелье. Когда младшие братья увидели, что старший долго не выходит из замка, средний пошел за ним, и со средним случилась та же беда, что и со старшим. Дошел черед до самого младшего брата. Когда он вошел в замок, в комнаты не пошел, решил сперва походить по саду. В саду он увидел старуху, подошел к ней, поздоровался, и все, что нужно было, у нее спросил. Потом пошел в комнаты к девушке. Та сперва сказала ему то же, что говорила 2 старшим братьям, а потом спросила его: «Скажи-ка, что в этом накрытом покрывале клетки?» Юноша ответил: «Попугай». Она опять спросила: «Какое животное, прикованное цепью, спит под моим троном?» Он ответил: «Лев». А она его еще раз спросила: «Кто прав, роза или сосна?» Юноша ей ответил: «Права сосна, потому что роза ее предала». И рассказал ей сказку о розе и сосне. Когда он ответил и на 3-й вопрос, девушка очень обрадовалась, и колодки с ее ног пали сами собой. Она протянула руку под трон, сняла с хвоста льва связку ключей, дала ее юноше и сказала: «Пойди возьми из того-то сундука меч, принеси его и стань с этим мечом около меня. Всякому, кто ко мне подойдет, руби голову». Юноша так и сделал. Появился косматый див, и он прикончил дива одним ударом. Взял тут юноша девушку за руку, освободил своих братьев, и они все вместе отправились во дворец китайского падишаха. Падишах обрадовался и отдал свою дочь в жены младшему брату. 7 дней и 7 ночей весь город был украшен, жгли плошки. Через 40 дней 3 брата вместе с дочерью китайского шаха отправились к своему отцу. Теперь, когда вы все это узнали, вернемся к нашему рассказу. Где же мы остановились? О чем говорили? Ах да, мы сказали: Афруз пришел в отчаянии, увидел, что никто ничем не может ему помочь, не выдержал, тут же упал и отдал Богу душу. Китайский император позвал придворного и сказал ему: «Пойди приведи одного из братьев этого царевича, пусть он увидит, что стало с его старшим братом». Придворный пошел и привел среднего брата Шахруза к телу старшего брата Афруза. Шахруз долго рыдал и плакал. Потом с помощью слуг императора вынес тело брата из дворца и предал его земле. Прошло несколько дней, и Шахруз стал понемногу забывать о своем горе. Тут запало ему в душу желание увидеть Мэйкуй и посвататься к ней. Встал, приготовил подарки и пошел в дом дочери китайского императора. Не буду я вас утомлять длинным рассказом, но с ним случилось то же несчастье, что и с Афрузом, и он также скончался перед императорским троном. Послали за Бихрузом. Он пришел и предал тело Шахруза земле. Остался теперь Бихруз один-одинешенек и не знал сперва, что ему делать. Возвратиться в родную страну Хаверан и поведать отцу о гибели его 2 старших сыновей, или остаться здесь, чем-нибудь заняться и провести тут быстротечную жизнь, или тоже просить руки царевны и разделить горестную судьбу братьев, или попытаться за них отомстить. Целыми днями думал он об этом и в конце концов решил: я ведь тоже стремлюсь к этой девушке, пойду-ка спрошу ее руки, но я-то сумею ее добиться. Встал, пошел к придворному и попросил разрешения повидать дочь императора. Придворный ей все передал, она разрешила, и Бихруз отправился в дом Мэйкуй. Как увидел ее красоту, так остолбенел, прикусил от удивления палец. Потом собрал все силы, низко ей поклонился и сказал: «Я младший сын падишаха страны Хаверан, брат Афруза и Шахруза. Я пришел сюда и надеюсь, что понравлюсь дочери императора, и она согласится стать моей женой». Девушка промолвила:
Что я говорила другим, то и скажу тебе. Сперва расскажешь мне все о своей жизни, потом ответишь на мои вопросы. После этого я дам тебе испытания. Если сможешь пройти через все это, стану цветком твоего сада». Бехруз ей все о себе рассказал, ничего не утаил. Когда он закончил, Мэйкуй стала задавать ему вопросы. В этом месте иные сказочники рассказывают, что когда дочь китайского императора задала ему вопросы, Бехруз попросил 40 дней отсрочки для ответа. Она разрешила. Он вышел из дворца и отправился искать птицу Симург Премудрый. Ему сказали: «Симург Премудрый живет на краю света, на горе Кав». Пришлось ему надеть железные сапоги, взять железный посох и пойти к горе Кав. День и ночь шел. Дошел до Кашмира. Там в долине приглянулся ему высокий кипарис, и он решил под ним отдохнуть. Только положил голову на землю, сразу вскочил от птичьего щебета и видит: на одной из ветвей дерева гнездо, а в гнезде птенцы Симурга. Огромный змей ползет наверх по дереву и хочет этих птенцов проглотить. Бехруз пожалел птенцов, выхватил меч из ножен и рассек живот змеи. Потом спокойно заснул под деревом. Между тем Симург прилетел, увидел под деревом спящего человека и сразу подумал, что это враг его птенцов. Полетел, взял в когти большой камень и хотел бросить его с высоты на голову Бехруза. Но птенцы завопили: «Не бросай, он нам не враг, он ведь уничтожил нашего врага». Симург обрадовался и стал ждать, когда Бехруз проснется. Когда же тот проснулся, Симург его спросил: «Говори, чего ты хочешь за то доброе дело, которое ты совершил?» Бехруз ответил: «Если можешь, подними меня в воздух и отнеси на гору Кав. Мне надо там повидать птицу Симург Премудрый и кое о чем его спросить». Симург согласился, поднял Бехруза в воздух и опустил на землю на горе Кав перед Симургом Премудрым. Бехруз спросил у него все, о чем спрашивала Мэйкуй, получил на все вопросы ответы, снова сел на Симурга и вернулся поскорее в Китай, так как 40-дневная отсрочка уже истекала. Прямо с дороги явился к Мэйкуй, пусть она, мол, спрашивает, что хочет. Первый вопрос был такой: «Скажи-ка, без чего ни одно растение, ни одно животное, ни один человек не могут жить? Мало этого, оно убивает». Бехруз ответил: «Это вода». Тогда она спросила: «Что такое? Сколько ни несется, никуда не приходит». «Это ветер», – отвечает Бехруз. Она опять спрашивает: «Что такое? Каждая частица этого дает рост, а сама меньше не становится. Это земля». Мэйкуй еще спрашивает: «Что такое? Когда его немного, а станет меньше, потом совсем исчезнет. Это огонь». Она снова спрашивает: «Какой-то город построен из 4 вещей и стоит на 2 столбах. В нем есть властелин, а у властелина 2 смотрителя. В верхнем квартале города 7 ворот и 1 сторож. Есть там еще 2 доносчика и 2 караульных. Город – это человек, который создан из воды, воздуха, земли и огня и стоит на 2 ногах. Душа – это властелин, смотрители – его глаза. Верхний квартал – голова, 7 ворот – 7 отверстий глаз, ушей, носа и рта, а сторож – это разум, который оберегает человека от дурных поступков. 2 доносчика – это 2 уха, 2 караульных – 2 руки, которые охраняют тело. И еще раз она его спросила: «Кто друг человека, который не имеет языка, не ищет превосходства и прямо в глаза говорит хорошее и плохое?» Бехруз отвечает: «Зеркало». О чем она не спрашивала, на все получила ответы. В конце концов она сказала: «Молодец, хорошо на все ответил. Теперь бы еще тебе осталось завтра и послезавтра пройти через 2 испытания. Сейчас уходи, а завтра придешь». Бехруз ушел и на следующий день пришел снова. Видит, девушка сидит на троне, ничего не говорит.
Служанка, которая стояла около трона, ему объяснила: «О, Шахзаде, сегодня тебе будет такое испытание. Майкуй будет молчать и ничего не скажет, пока на небо не взойдет первая звезда. Если у тебя есть доблесть и сделай что-нибудь необыкновенное, чтобы Майкуй по собственному желанию заговорила, промолвила хотя бы одно слово». Бихрус ничего на это не ответил. Прошло немного времени, и он сказал: «Послушай, служанка, тебе говорю, к тебе обращаюсь, у тебя спрашиваю. Выслушай этот рассказ и рассуди по правде и справедливости. В некие времена 3 друга, столяр, портной и дервиш, отправились вместе в дальнюю дорогу. Они хотели побывать в разных городах, повидать то, на что стоит посмотреть. Шли они и пришли в темное страшное ущелье. Очень они устали и решили там заночевать. После ужина дервиш сказал: «Друзья, я больше всего видел и слышал в жизни, и я вам, наверное, скажу, что здесь водятся воры. Нам надо по очереди караулить ночью наши вещи. Давайте разделим ночь на 3 стражи. Каждую когда-нибудь один из нас не будет спать и будет сторожить наши котомки, чтобы воры их не унесли». Те 2 согласились. В первую стражу должен был бодрствовать столяр, во вторую – портной, а в третью – дервиш. 2 друга легли спать, а 3-й столяр остался караулить. Посидел он и стал клевать носом. Испугался, что заснет, и стал думать: как мне быть, чтобы не уснуть? Догадался. Вынул из котомки топор, рубанок, молоток и другие инструменты, срубил сук и сделал из него фигурку девушки, даже глаза и брови ей сделал. Пока он этим занимался, кончилось время его стражи. Он разбудил портного, а сам улегся спать. Портной с трудом проснулся, сидел заспанный. Потом стал понемногу дремать. Начал он дремать, как ему быть, чтобы разогнать сон. Увидел то, что делал до него столяр, и обрадовался. Вынул из своей котомки иголку, нитки, наперсток, ножницы, материю, раскроил по мерке той деревянной фигурки кофточку, юбочку и шаровары, сшил все это и надел на нее. Пока он с этим возился, кончилась его стража. Он разбудил дервиша, а сам лег спать. Дервиш проснулся и видит, столяр сделал из дерева человечка, а портной человечка одел. Пригляделся и увидел. Оба они показали свое мастерство лучшим образом. Если бы кто-нибудь увидел издалека, никогда бы не подумал, что это деревянная фигурка. Тут дервиш сказал про себя: «Хорошо было бы, если бы я мог дать ей еще и душу. Тогда, чтобы лучше сторожить и не уснуть, я мог бы пока поучить ее полезным вещам, которые ей пригодились бы в жизни». Прочел он заклинание, дунул на нее, и девушка ожила. Дервиш стал ее воспитывать и успел научить ее многим хорошим вещам, пока солнце не поднялось над горами, не взглянуло в ущелье, и 2 его друга не проснулись. Как они обрадовались! Как они удивились, когда увидели девушку живой, чистой, целомудренной, красивой, воспитанной и доброй. Но тут столяр стал спорить с портным. Каждый из них говорил: «Эта девушка существует благодаря мне, она моя». А дервиш пока молчал. Кончив рассказ, Бихрус обратился к служанке: «Послушай-ка, тебя спрашиваю, если бы ты была дервишем, как бы ты рассудила, кому должна принадлежать девушка?» Служанка тотчас же ответила: «Конечно, столяру, ведь ему первому пришло в голову выточить ее из дерева». Служанка еще договорить не успела, как Майкуй закричала: «Не болтай глупостей! Девушка, конечно, должна принадлежать дервишу, который дал ей жизнь, научил добру и воспитал ее». «Правильно», — говорит Бихрус. Когда 3 друга пришли к самому справедливому судье, тот решил: девушка принадлежит дервишу. Сказав это, Бихрус, собравшись уходить, встал с места, а Майкуй промолвила: «Ты выиграл, заставил таки меня заговорить. Завтра последний день испытаний. Сейчас уходи, а завтра приходи снова». На следующий день Бихрус пришел и видит, девушка одета в простые одежды.
Ни золота, ни украшений на ней нет, лицо даже не подкрашено. Как увидела она Бехруза, сказала: «Ой, юноша, ты с твоей силой, ростом и стройностью можешь найти девушку лучше, чем я. В этом саду гуляет девушка, которая в 100 раз меня красивее. Пойди, посмотри на нее из окна и возьми ее в жены вместо меня». Бехруз не повернул головы, не посмотрел в окно и сказал: «Может быть, на свете есть девушка, которая в 1000 раз красивее, чем ты. Но я тебя хочу взять в жены, ведь сердце не голубь. Это голубь может каждый день сидеть на другой крыше». Когда Бехруз произнес эти слова, дочь китайского императора без страха встала, обняла его за шею и молвила: «Знай и ведай, что никакой девушки в саду не было. Это я сказала, чтобы тебя испытать. Братьям твоим говорила, но они оказались плохими. Как жаль, что с самого первого дня я не начала тебя испытывать. Итак, пора нам заканчивать наш рассказ». Сообщили императору, что его дочь избрала в мужья Бехруза. Император разрешил им пожениться. 7 дней и 7 ночей город был украшен, и все праздновали эту свадьбу. У императора не было сыновей, и он назначил Бехруза своим наследником. А так как у падишаха страны Хавиран не осталось сыновей, кроме Бехруза, он стал также наследником и в Хавиране. Через 40 дней после свадьбы Бехруз и Мэйкуй поехали в страну Хавиран, в город Нигаристан. Когда они проезжали мимо заколдованного замка, велели разрушить его стены, картину уничтожить, а для бедных людей построить дома. Потом они вступили на землю Хавирана. Тут все люди как один сказали: «Надо ко всему миру распространить добрые обычаи любви и дружбы». Сломали все копья, перековали мечи на серпы, любовь и мир установили повсюду, люди жили в покое, каждый занимался своим делом. Закончилась сказка о заколдованном замке, которая много лет передавалась из уст в уста, пока сегодня не попала к нам, и я ее для вас записала. И я надеюсь, что, как и в те времена, люди добились исполнения желаний, как и вы тоже добьетесь. Аудиорассказы от Иде Майлай.